Это у меня после рокировки маток отводочек, где маточник был. И пчелки потянули пыльцу. Значит, что? Наверное, матка уже готова. Облетелась. Значит, в этом вопросе сейчас поставим жирную, зеленую, праздничную точку ей на спину. Матка из маточника выскочила 14 числа. Сейчас 19 и облетелась буквально за 5 дней. Очень быстро, кстати. Ну, еще, конечно, не факт, что облетелась. Может, я случайно им какую рамку с расплодом сунул, и они пыльцу потянули. Сейчас будем исследовать. Так что всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Сегодня будет видео даже не о матках, а о том, моль бегает, мечется, попала в халепу. Сидела на потолочине, а я ее стряхнул к пчелам, и пчелы ей тут же дали по шее. Такие дела, не повезло ей сегодня. Так вот, видео сегодня будет даже не о матках, это так попутно. Видео сегодня будет о том, можно ли качать незапечатанный мед. Потому что, как правильно пишут в комментариях, грамотные люди медочек принесли. В лежаках есть такая проблема, когда пчелы при несильном взятке мед размазывают по всем рамкам и не хотят его печатать. Что тогда сделать с этим медом? Ну, а бывалые пчеловоды, которые с 20-летним стажем, те в свою очередь рассказывают, что мед можно качать только тогда, если пчелы его запечатали на 1/3. А если они его не запечатали на 1/3, то качать мед нельзя, потому что он незрелый и забродит. Так вот, сегодня буду я вам рассказывать, можно ли качать такой мед, потому что в этом году у нас как раз такая ситуация и была, потому что акация быстренько отошла, меньше 10 дней цвела. И у нас пчелки мед в некоторых семьях не попечатали. Разлили его по рамкам, потому что нектарных полей я им не пожалел. Расплод из рамки вышел, но вроде яиц не видно. Нектарных полей у них было много, а меду в природе было мало. И они этот мед разлили по рамкам. И так он остался незапечатанным. Так вот, можно его качать или нет? Так, кому интересно, сразу говорю, качать можно. Зрелость меда не зависит от того, запечатали его пчелы или не запечатали. Если пчелы на больших нектарных полях разлили мед, выгнали из него воду, значит, он уже созрел, ферментизировался, значит, его можно качать. Но когда мед густой, пчелы его вверх не подбивают, а значит, не печатают. И таким образом мед действительно в лежаках, если широкие гнезда, остается незапечатанным и разлитым по всем рамкам. Что в таком случае надо делать? В этом случае вам надо знать цифру 6. Запомнить 6. Не видно яиц. Что же вы пыльцу носите? Тогда интересные вы какие. Зачем вам пыльца, если у вас нет расплода? Где-то вы меня дурите. Почему 6? Потому что мед созревает, то есть пчелы его перерабатывают из нектара в хороший качественный мед за 6 дней. Поэтому цифру 6 вам надо запомнить. Вот у вас закончилась акация, видите, взяток закончился. Отсчитывайте 7-8 дней. Ох, тут трудня сколько, елки-палки. Немерено. Зачем мне столько? Нам столько не надо. Это все лишнее. Вон клещик побежал. Ах ты ж скотина. Так вот, мед созревает 6 дней, а считали 7-8 дней. И качаете мед, потому что мед у вас уже зрелый, невзирая на то, что они его не запечатали. То, что они там его запечатали, не запечатали, роли уже не играет. Мед зрелый. Как определить элементарно зрелый мед или нет? Когда-то показывал, еще раз покажу. Вот берете рамку с медом, с незапечатанным, и вот так вот потрусили. Если мед из ячеек льется, значит незрелый. Если мед из ячеек не капает, значит мед уже
зрелый. Ну, есть, конечно, специальный прибор для этого дела. Можно специальным прибором определять, какая влажность в меде. Если влажность подходящая, то уже качаем. В общем, незапечатанный мед качаем, не стесняемся, потому что, да, это действительно болезнь лежаков. Улья с надставками, с магазинами, там пчелы мед печатают. Ну, вернее сказать, они там его печатают лучше, чем в лежаках. Но там и нектарные поля поменьше. Если там сделаете нектарные поля побольше, то будет та же история, что и тут. Хватает у них расплода, видно, и медочек подпечатали. Но только я не вижу, чтобы яйца были. Так, обманули, значит, меня пчелы. Ах вы ж вредные. Обманули меня. Я уже порадовался, что у меня матка облеталась. Еще и думаю, а что ж так быстро? Потому что по срокам вроде как рано. Где-то они меня нажучили. Нету тут яиц, значит, матка еще не облетанная. Ладно, будем ждать своего срока. Еще рано. 14 числа вышла, плюс как минимум 10 дней. 24 число должна облетаться. Еще 4-5 дней. Так что с этим вопросом уяснили, что если мед не запечатанный, но зрелый, прошло 6 дней после окончания взятка, 7-8 день можете уже его качать. Когда выкачали, взяли баночку с медом, поставили на веса, померили вес. Если вес по ГОСТу проходит, значит все чудесно, мед отличный. Не хуже, чем мед из запечатанных сот. Поэтому ничего не бойтесь. Ну а для пчеловодов с 20-летним стажем, которые, конечно же, пишут мне в комментариях, что это неправильно, пчелы должны обязательно мед запечатать, довожу до вашего сведения, что есть такая технология в пчеловодстве для того, чтобы повысить медосбор. Связано это с нектарными полями. Для того, чтобы освободить нектарные поля, на промышленных пасеках есть такая штука, как выкачать мед еще незрелый. Вот пчелы его занесли в рамки, и он еще не зрелый и не запечатанный, и даже из рамок льется, и все равно его на промышленных пасеках выкачивают. Зачем? Для того, чтобы освободить соты под следующий мед, потому что пчелы меду в соты наносили для того, чтобы переработать нектар в мед. Надо сколько? Мы же запомнили циферку. 6 дней. А значит, медосбор у нас идет. Пчелы нектар занесли в рамки и 6 дней будут его перерабатывать. А следующего меда нести не будут. И вот промышленные пасеки на этом деле теряют хороший удой. Обманули меня пчеляки, нету тут никакого расплода, матка еще не облетелась. Жаль, жаль, жаль. Так вот, чтобы не потерять удой, промышленные пасеки качают, можно сказать, не зрелый мед, а нектар. И потом искусственно его досушивают. То есть выгоняют из него лишнюю воду, уже без участия пчел, уже в бетонах, когда он находится. Да, конечно, по своему качеству он будет немножко хуже, чем мед, который переработают пчелы от начала до конца. Там ферментов будет меньше. Но, тем не менее, по существующим ГОСТам того времени, он вполне проходит. Так что даже есть такая технология выкачки незрелого меда с последующей доработкой в промышленном цеху. Ну, или в подходящем цеху. Можно переработать его даже и дома. Там ничего сложного нету. Выгнать воду из меда это вообще не сложно, потому что мед у нас гигроскопичный. Как способен принимать воду, так способен и отдавать. Такие вот дела. Так что ничего страшного в том, что вы выкачаете незапечатанный мед. Нет, вы даже сделаете лучше. Забрали мед, освободили соты, и пусть они туда либо ложат расплод, либо носят какой-то новый мед. Потому что если оставите гнездо с залитым незапечатанным медом, то не будет матки куда откладывать яиц, и семья застопорится в своем росте. Пчелы начнут гулять, пчелы начнут роиться. Нам эти дела не нужны такие. Поэтому не бойтесь выкачать незапечатанный мед. Ничего страшного в этом нет. Так надо делать. Так даже лучше сделать, если этого не сделать. Такие вот дела. Ну а сегодня такое видео. Лайк, кому понравилось, кому не понравилось, все равно лайк, потому что я очень жаден. И передаем привет моим мохнатейшим чудовищам. Ползают они тут по рамкам.
Матка не облетанная, а они меня дурят, пыльцу потащили. Негодные, обманули.